Добрый вечер, Барта Добрый Ильич. Мы вечер. с вами начинаем Сеудаш Шит по недельной главе Ваишлах. Да. Значит, ну, у меня здесь как-то вот есть некие соображения. Давайте я коротенько их изложу. Ну, ну вот начинается все с того, что Яков возвращается в Ханаан. А, и вот дальше смотрите, вот они, значит, там Яков посылает людей к Исаву, потом, значит, вот эта борьба с ангелом, встреча с Исавом, значит, дальше идет вот это Шхем, значит, насилие над Диной, да, потом, значит, Шимон и Леви, значит, мстят, вот, и дальше жертвенник Бейтель, смерть Рахеля, дальше про сыновей Якова идет речь, о смерти Ицхака. И вот 40 пасуков, это потомки сыновей Ицхака, идет дальше описание. Ну вот, когда я читал, у меня есть несколько соображений здесь, смотрите. Вот Бог сказал Якову, это 35 глава, посук первый, сейчас я его открою, просто зачитаю, это очень важно. Сейчас, вот. Бог сказал Якову: встань, взойди в Бейтель и пребывай там, сделай себе там жертвенник Богу, явившемуся тебе тогда, когда ты бежал от своего брата Исава. И дальше смотрите, вот первое мое здесь такое соображение, что ли. После чего Яков собирает всех своих домашних, да, и Яков сказал своим домашним и всем, кто был с ним: удалите чужих богов из своей среды, очиститесь и перемените одежды свои. Встанем и взойдем в Бейтель, и я сделаю там жертвенник Богу, ответившему мне в день моей беды и бывшему со мной в пути, с которым я шел. Вот мне здесь, вот я это читал, знаете, и еще давно, это начало нового этапа жизни, понимаете, народа на самом деле. Вот можно как бы оценить, что вот в каждый какой-то период есть вот этап, да, ну вот мы знаем этап Авраам, когда, значит, слушая, значит, голос Божий, ведет Ицхака на заклание, да, а там Моисей, когда получает 10 заповедей. Вот это тоже, на мой взгляд, понимаете, хотя это, казалось бы, ну, не такое, вот оно как-то здесь, вот я потом об этом еще буду говорить. На самом деле, понимаете, вот начинается новый этап жизни народа. И вот это вот как раз такая ключевая точка, когда пришли, удалите чужих богов и сделаем жертвенник. Вот это первое мое соображение здесь, значит, по этому поводу. Потом еще одно замечание, это 36.6, сейчас я тоже зачитаю его. И вот смотрите, Исав взял своих жен, своих сыновей, своих дочерей, тех людей твоего дома, твое имущество, весь твой скот и все, что он нажил в земле ханаанской, и пошел в страну другую, вот здесь отмечено, прочь от своего Бога, от своего брата Якова, ибо их богатство было слишком велико, чтобы им жить вместе.
земля их проживания не смогла бы прокормить их обоих по причине их стад. И вот здесь я хочу вспомнить это Лех-Леха, когда Авраам и Лот, если вы помните, там вот был этот эпизод, но вот опять же тональность, как здесь сказано и как там было сказано. Там ведь начинается с того, что начались ссоры между их пастухами, понимаете? И вот тогда Авраам сказал Лоту: не вся ли земля перед тобой, разделимся. Если ты направо, я налево. Если я направо, если ты направо, если ты налево, я направо. Вот такой. Здесь этого нет. И вот здесь я хотел бы завершить свои соображения по этому поводу. Смотрите, ребята, вот как я это понимаю, это опять же не сейчас, так сказать, вот пришедшая мысль. Тональность этой главы абсолютно отличается от тональности вот других глав, когда что-то происходит такое, понимаете, где-то появляется вот энергетика такая, там все. Здесь все описано очень как-то вот, казалось бы, и события-то, в общем, непростые, да, а описано все как-то очень мягко, как бы. И вот я это понимаю таким образом, понимаете, почему такая тональность? А потому что началась жизнь народа уже совсем другая. То есть это уже в каком-то смысле регулярные события, если угодно. Ничего из ряда вон выходящего. Да, будут такие события, да, будут, значит, нападать, будут там еще что-то делать. Но вот главное, что началась новая жизнь, понимаете? И вот этот жертвенник, казалось бы, вот только что вот это событие произошло со Шхемом, когда эти ребята там пришли, отомстили, а никаких вот, никакого выделения такого, никакого пафоса, ничего нет, понимаете? Все вот как-то идет своим вот таким простым, таким ясным изложением, и кончается вот этими самыми 40 пастухами по потомкам, так сказать. Вот. Ну вот это мои соображения по поводу этой главы. Понятно. Мне трудно что-нибудь возражать, потому что когда мы говорим об Аврааме и Лоте, все комментаторы склоняются к тому, что Авраам праведник, а Лот неправедный человек. Он, несмотря на то, что жил при Аврааме, он все равно не смог стать до конца таким посвященным, как Авраам. И вот такой раздел, он вроде как бы даже и необходим. Он говорит: ты направо, я налево, ты направо. То есть только не вместе, потому что я вижу, что ты не справляешься, и вот куда ты пойдешь, живи там, как ты хочешь. В данном случае Яков вообще не предлагает, Исав сам уходит. Да. Яков не предлагает: давай разойдемся. Но я вот, Да, извините, я здесь прерву, здесь вот, мне кажется, это опять же подчеркивает такую обыденность, что ли, понимаете? Что уже был эпизод в жизни народа, понимаете, это разделение Авраама с Лотом, да, вот как они разделились. Здесь это уже регулярное событие. Да, не можем мы прожить здесь 2 стадами, вот смотря назад был такой пример. То есть даже вот обсуждать не надо. Дальше вот твоя да. дорога решать. Вот, да, с одной стороны, да, с другой стороны, давайте рассмотрим опять немножечко психологии. Вес Авраама, авторитет Авраама, сила Авраама. Он ведь отбил Лота, когда его потом украли. То есть у него 400 сабель, а не у Лота. Лот подчиненный, он младший, он племянник, и поэтому Авраам может со своей высоты своего авторитета, может ему предложить: сделай так или сделай так.
И это его инициатива руководителя. Потому что Авраам – харизматичная личность, которая руководит в данном случае семьей. В случае с Яковом нам другой характер. Яков намного меньше Исава. Намного По меньше. весу, я имею в виду по силе. У Исава теперь 400 сабель, а Яков, он сам говорит о себе: я мал количеством. Вот как они поменяются. В весовых категориях они поменялись: Лот, Авраам и Лот, и Яков, и Исав. В данном случае, мало того, мы только что были свидетелями, когда Яков сам себя принижал достаточно эффективно, потому что это спасло ему и жизнь, и состояние, достояние. Он все-таки, так сказать, умилостивил Исава. То есть он находится в немножечко зависимом состоянии. Он до сих пор, несмотря на примирение, он до сих пор чувствует вину и чувствует зависимость. Вот в таком ключе, что тот сильнее, он старше, несмотря на, так сказать, забранное первородство, несмотря на благословение, которое он забрал, все равно старше есть старше. Хотя они, в принципе, да, они в принципе одинаковы. Но один сильнее, другой слабее. И тут, когда Яков, когда примиряется с Исавом, вот у нас тут комментарии пишут, наш комментатор замечает, он 9 раз, очень много, он 9 раз говорит о том, что он раб Исава. И в данном случае мы видим, что этот человек не может Исаву, старшему и сильному, сказать: давай разделимся, иди куда хочешь, а я пойду в другую сторону. У него нет такого авторитета, который был у Авраама. У него нет той силы, с которой можно было бы руководить семьей. И поэтому он помалкивает. И сама глава такая, вот молчащий, немножечко склонившийся Яков. А Исав в данном случае сам выбирает, ему уходить или не уходить. И когда он понял, что ему неинтересно здесь с экономической точки зрения, и ничего не происходит, то есть он не ссорится, по крайней мере, в данный момент он не ссорится с Яковом, то пропадает интерес, он идет искать любую страну. Тем более, что о Сеир, о той стране, куда он идет, Яков говорит с самого начала: ты иди вперед, то есть он знает, что Исав там живет. И мы раньше уже знаем, что Исав – это его, вотчина, я не говорю родина, я говорю вотчина, он занимает лесистые, горную, Сеир означает волосатый, значит, горы, покрытые лесами, пусть мелкими, но такие вот кустистые. И он уходит. То есть он бежал на север, выше Шхема даже, чтобы встретить Якова, чтобы выяснить отношения. Не получилось. Комментаторы все будут говорить, что Исав не для миролюбия он пошел встречать Якова, а для того, чтобы, сам Яков говорит, если он уничтожит один лагерь, разобьет один лагерь, а что такое по тем временам разобьет? Конечно, ограбит, тем более, что Яков богат. И Исав ищет, как любой негодный человек, наши часто комментаторы говорят, что Исав негодный человек, находят детали всевозможные и складывают такой характер человека корыстного, человека, так сказать, вспыльчивого. И вот он едет наверх, то есть на север, для того, чтобы встретиться, разобраться. Не получился. Пришлось ему поцеловаться, пришлось ему примириться. А это, я не хочу сказать, это скучно. Нет, просто больше дальше непонятно, что дальше делать. Больше дальше ситуация себя исчерпала. Вот вы говорите, что действительно они какое-то время живут вместе, и вдруг ситуация себя исчерпала. Поэтому вот такая, с одной стороны, я имею под такой подход повествовательно умиротворенный, с одной стороны, из-за того, что умиротворен и ищет мира Яков, а с другой стороны, Исаву не интересен такой подход. Он потом нападет на Израиля, он потом будет нападать дальше во всей истории, сколько будет существовать, пока 8 царей не поднимутся
и не победят Сеир Эйсава. Но вот какое-то время вот он пошел, как сказали бы комментаторы, выжидать своего часа, когда слабинку даст Яков, то есть Израиль. Вот. И поэтому вот такая вот тихая, да. С Авраамом другое. Как бы от его имени, ну то есть с его точки зрения, с точки зрения Авраама рассказывается история самого Авраама. Он бежит, он выходит, он подходит, он угощает, он отсылает Лота, он потом догоняет. Он все делает. У нас Яков все-таки позиция такая, ну, скажем, не то чтобы совсем пацифистская. Он был готов к сражению, как говорят наши комментаторы, он был готов к взятке, ну, то есть вот подарку, он был готов к молитве. Это находят маленькие такие детали, по которым можно это утверждать. И он был готов к войне, когда говорит, а второй лагерь останется. То есть имеется в виду, я из этого лагеря буду защищать себя. Ну, да, но все-таки он больше похож на Ицхака. Ицхак совсем пацифист. Он уходит от острых углов, он обходит их, он не ссорится с пастухами, которые закапывают его колодцы, он вырывает новые, он талантливый человек в поисках воды. И вот он всю жизнь провел, так сказать, в миролюбивом ключе. И Яков что-то от него усваивает. Вот Исав не такой, не другой по характеру. Как мы с вами говорили, это архетип, потому что если нам дают такой характер нашего праотца, да еще и основателя колен, то в дальнейшем поиски компромисса, поиски все-таки мирного решения конфликтных ситуаций станут привычным еврейским архетипом. И это совсем неплохо. Это спасает еврейский народ очень часто. Например, Сфорно, это, по-моему, Италия, сейчас не вспомню, 1475-1550 год, Авадия Сфорно, он говорил, что вот правильный архетип, потому что когда ты встречаешься с силой, ну ясно, что она сильнее тебя, бравировать перед этой силой, это неразумно. И он приводит в пример более позднее событие, когда, не рассчитав свои силы, евреи поднимают восстание против Рима. Он говорит, это совсем другая ситуация, нежели было вот 200 лет назад до этого с Грецией. Там можно было предвидеть возможность победы. В случае с Римом, который только становился, он как Исав, кстати, его очень часто называют Исавом, он как Эдом, красные плащи носили, и Рим называли. Вот Рим только становится на ноги, и Йоханан бен Заккай, ведущий раввин того времени, его спасли ученики там, из осажденного Иерусалима, ведущий раввин того времени, руководитель поколения, он говорил о том, что если бы не плохие советы зелотов, и если бы не бунт, а сотрудничество вот на основе компромисса, не было бы тех гонений, которые появляются во втором веке новой эры, тех гонений, когда убили огромное количество людей и сделали жизнь евреев невыносимой. Он говорит, если бы вот тогда, в тот момент, как Яков, то есть взяли бы пример Якова и пошли бы на мировую, просто подождать своего времени, пошли бы на мировую, может быть, через 200-300 лет опять бы добились независимости. Да, долго ждать, но нетерпение не самый лучший советчик. Да. Не самый лучший советчик. Ну вот
Вот характер этой главы, как вы говорили, что она повествовательно-успокоительная, вот может быть, Вот, зиждется вот, да. И на этой именно коллизии. вот эта миролюбивость, я вот, может быть, не Да, употребил да, это слово, но тональность, она абсолютно другая. Хотя здесь даже и описываются достаточно кровавые события, но тональность вот совершенно другая. И это да, тоже, вот с моей точки зрения, это вот как раз некоторый сигнал, что вот началась новая жизнь, понимаете? Вот были ключевые события, когда надо было как-то вот реагировать, когда надо было вот, динамику, так сказать, вот этот драйв видеть вот в вождях, да? Нет, все кончилось. То есть не кончилось, еще будет, много еще будет, но вот здесь этого уже нет, понимаете? И именно вот эта обходительность и интеллект Якова как раз и позволил вот так спокойно все вот эти острые углы обойти, что называется, если это можно назвать у нас острыми углами, да. у нас в этой главе есть очень агрессивное поведение Шимона и Леви, убийство, да, вроде как из благородных побуждений, но убийство целого города, это надо себе представить, кровавую бойню, пусть это был Вот, маленький именно городок, бойня, но бойня, кровавую бойню, да. которую устроили эти два парня, я не знаю, уж кто-то помогал им, не помогал, но они же в этой главе, поскольку нам дается разные ситуации и примирение, и агрессия, в этой главе эта агрессия осуждается. Он Осуждается, но сам, Яков, говорит, что же вы наделали? Против меня восстанут люди и уничтожат то, что у меня есть. И он в сомнении уходить, не уходить, и Бог говорит, уходи в Бейтель. И в тот момент, когда он идет, все испугались, страх напал на города, и все испугались, потому что все-таки он идет большой семьей. Мало того, только что они были с Эйсавом, а у Исава 400 сабель. 400 сабель – это вооруженные люди одного города, потому что город был в среднем около 1000, 1500, 2000 человек. Поэтому поставить под саблю, так сказать, вооружить мужчин можно было вот около 400. То есть еще могли испугаться и родства с Исавом. В данном случае Яков может этим воспользоваться. Опять-таки небольшой урок на сегодняшний день. Но, в общем, всегда нужно обеспечивать еще и правильные тылы, правильного, кто стоит за тобой, когда ты нападаешь, кто стоит за тобой, когда ты, так сказать, ведешь такую немножечко агрессивную политику, в данном случае Шимон и Леви, я имею в виду. Вот, они могли сами, эти мальчишки могли бы сами сказать, а у нас дядька вон какой. Вот сейчас вот мы позвоним дядьке, и все, и вам тут всем надают. Ну и люди, может быть, конечно, испугались. Это читается так вот между строчек, это можно проследить. да, но и опять же даже вот этот самый, вот этот текст этого бойни, как вы сказали, он очень короткий и Да. без динамики такой, понимаете, вот вся глава, я говорю, меня вот когда-то очень давно вот эта тональность главы просто удивила, вот как все это спокойно изложено в таких тонах, таких миролюбивых, мягких, спокойных. Вот это очень важно, потому что только что мы видели совсем другие события, значит, и еще будут другие события, а здесь все иначе. Вот. По поводу действий Шимона и Леви Яков потом будет говорить, что они невоздержанные, выдержанные и нетерпеливые и жестокие, и не будет их имя упомянуто рядом с моим. То есть вот как раз архетип защищает себя. Пусть о евреях не думают, что они жестокие. Пусть не думают о нашем будущем еще пока народе. Это семья. Пусть не думают, что мы жестокие. И в течение потом 3000 лет евреи воевали очень редко и только в случае, когда нападали. Кроме
кроме войны по завоеванию Кнаана, которая была заповеданной. Тут мы не могли отказаться. А дальше это была только защита. Да. Вот. Хорошо. Фуат Игоревич, большое спасибо тогда Вам за спасибо недельную большое. главу. Да, я, Да. как бы сказать, это вот видение, которое вот у меня, вот я говорю, я читал, и как-то вот такое. Ладно. Тогда спасибо Хорошо. До большое. следующего